Многие столетия кормила опь большие семьи северных народов. Сегодня все меньше становится рыбацких лодок-бударок на Великой реке. Пустеют дома, начинают исчезать поселки, ликвидируют их из-за нерентабельности. Но этот останется на века. Неприметный с виду, не особо привлекательный в период межсезонья, он окутан легендами. Горнокнязевск. Всего в 15 километрах от окружной столицы. Ханты называли его Канась-Пухар, княжий город. Здесь была резиденция первого наместника русского царя на Ямале. Первый признанный Москвой правитель всей Абдорской земли до берегов Ледовитого океана – остяцкий князь Василий Абдорский. Он был крещен в Москве, будучи в столице по делам управления. Его княжеское достоинство и полномочия по сбору ясака подтверждены в 1586 году царем Федором Ивановичем. Внук князя Тайша дал основу знаменитой фамилии. Сегодня в поселке около 100 жителей. Точно сказать трудно, кто-то бережет родовой загородный дом как дачу. Но доподлинно известно, что больше половины здесь тайшины. Прямые наследники и далекие ответвления от большого древа старого рода, давно переплетенного с другими. Горжусь, я всех в поселке знаю, на лицо всегда со всеми приветливо, всегда здороваюсь. Местные всегда рады, даже при встрече со мной всегда поздороваются, всегда приятно. Родной язык – это ненецкий, на котором я говорю. В детстве, когда мои родители приехали с тундры в поселок, они переживали, что я не смогу заговорить на русском, потому что только говорила на ненецком языке. Потом, видимо, подросла, уже начала понимать уже русский язык и заговорила все-таки. В семье я старшая дочь, самая старшая. Родители меня по-ненецки называли как старшая дочка Нябукуне. Всегда была Нябукуне, старшая сестра. После меня родились еще 3 мои сестренки. И самый последний – это мой брат младший. После меня сестра живет в Ярселе, в Ямальском районе. Вторая сестра живет в Горнокнязевске. Живет она в этом тоже поселке. И замужем она за двоюродным братом моего мужа. Родители мужа приняли меня очень даже хорошо. Еще и в истории тайшинского рода есть, что князья брали в жены ненок. Так что это даже не страшно. Этот комплекс открылся в 2000 году, а мы с мужем начали встречаться еще в далеком 2003 году. И этот комплекс тогда только открыл свои двери, распахнул для гостей. Приезжали иностранцы разные. Я помню, первое, что когда устроилась сюда на работу, меня взяли чумработницей. Нужно было печки топить, дрова таскать. Муж увидел, что я такие тяжести таскаю дрова. Он говорит: зачем тебе это? Я же работаю, я же рыбачу. Сиди дома, а работать ты всегда успеешь. И вот я когда месяц поработала здесь, а потом уже забеременела, родилась у меня дочка и уже сидела дома, воспитывала девочек своих. Когда родилась дочка у меня в 2004 году, к нам в поселок приехал президент Владимир Владимирович Путин. Помню вообще отчетливо, что это была весна, был апрель месяц. Столько машин понаехало. Впервые я увидела, как в такой маленький поселок столько машин понаехало. Смотрю в окошко, даже у нас во дворе стоит. Муж спрашивает, что такое? А у меня муж на смене. И тогда еще сотовых телефонов-то не было. Он быстренько прибежал, говорит, на президент в поселок едет. Из дома не выходи. Говорят, говорят, даже по поселку ходить не надо. Я говорю, вот, я и так никуда не хожу. Сижу себе дома с ребенком. Приехал, уехал, потом только по телевизору смотрела в новостях, а вон наш комплекс.
работала в школе нянечкой. Но все равно работать нужно было. А потом со временем, когда уже получила диплом, уже устроилась сюда на работу. И настолько я почувствовала, что это мое, вот, я люблю свою работу. Почему я не осталась, думала, почему я обратно-то не пошла работать сюда? Работала бы я, какой бы у меня, интересно, был бы стаж. Это с 2003 года. Когда устроилась на работу, еще тогда работал Кобылкин, губернатор наш. Он сама даже встречала его, помню, стояла с ягодами, с угощениями. Когда только-только начинала. Еще была зеленая, особо экскурсии сильно много не брала, училась. Теперь уже встречаю всех гостей, и иностранцев, кого только мы не встречали. И звезды были, эстрады много. Всех уже и не вспомнишь. Я особо не говорю, немножко даже смущаюсь. У меня бейджик, и когда я говорю о Тайшинах, они все присматриваются. Говорят, так она же, вон, смотрите. Так вы тоже, что ли, Тайшина? Так вы тоже к этому роду относитесь? Я немножко скромно отвечаю. Но я-то лично напрямую не отношусь, а вот мой муж, да. В январе 1768 года высочайшей грамотой императрицы Екатерины II на основании данных предкам жалованных грамот подтвержден в княжеских достоинствах князь Матвей Тайшин, оставшийся наследником в абдорских городках и волостях. Вместе с грамотой прислана парадная одежда. Бархатный малиновый кафтан, обшитый галунами, камзол белого атласа, вышитый золотом с блесками, русская рубаха тонкого полотна, шейный шелковый голубого цвета платок, красные золотом шитые софьяные сапоги, малинового бархата шапка и пестрый пояс. На нем кортик средней величины с изображением на рукоятке орлиной головы. Александр – это отец моего свекра Анатолия Александровича. Ну и у Александра, у отца Анатолия, у него же было 4 сына. Анатолий же Александрович – это вот мой свекор. От него вот 3 веточки, у него 3 сына было. А вот мой муж, вот здесь можно увидеть Аркадия, увидеть сына Андрея. Здесь же не хватает самого маленького нашего сына Алексея. Я иногда мужу говорю, а давай свой чум поставим, только поставим там поближе к речке. Своего нет. Хочется, конечно. У нас вот в Панайске, я помню, на окраине поселка всегда стояло 2-3 чума. В этих чумах жили всегда старички, бабушки, дедушка. И я всегда ходила в эти чумы. Я ходила к ним туда чай пить. Я приду к ним, зайду в чум, сяду. Горяченького чаю пришла попить, так и говорила. Горяченького чаю, ну садись, горяченького чаю попьем. И пила его из блюдца и так восхищалась. Как вкусно. Тайшины, они всегда славились своей строгостью. Даже бывали моменты, когда я приглядывалась в лицо своему свекру, казалось, что, наверное, он сердитый. А может, у него настроение плохое. А свекровь мне говорит, а он просто такой сам по себе человек серьезный. А когда он улыбнется, такое ощущение, что прям все тает вокруг от его улыбки. Что интересно, он очень хороший человек был. Царство небесное, его сейчас с нами нет, но эти времена вспоминаю с такой, не знаю, с радостью, что ли, вот такой. Он был очень строгий, мой муж, самый старший сын его. Конечно же, старший сын – это опора семьи, потому что он главный помощник отца. И он с отцом ездил на рыбалку, на охоту. Все это обязательно выполнял старший сын. Помогал, всегда был рядом с отцом. Рыбачить он начал еще с 14 лет. И то, что я считаю, что в совершенстве, что может мой муж, в
совершенстве, это рыбачить. Это он с детства научен. Старший сын очень любит рыбалку. Он просится сам на рыбалку. Возьми меня, я с тобой хочу на рыбалку. А муж почему-то наоборот не хочет. Он хочет, чтобы сын его вырос образованным. И говорит ему, что сейчас пришло такое время, что даже рыба перестала ловиться на оби. Что на рыбе ты ничего не заработаешь. Сына, лучше учись. Нужно учиться в наше время. Сама из семьи потомственных оленеводов. И в основном рыба для нас это была вообще дефицит. И самая, наверное, лакомая. Не учила меня мама вообще. Смотришь и запоминаешь. И я вспоминаю, как это все мама делала. Потом, когда вышла уже замуж, смотрела, как свекровь разделывает рыбу. Нужно резать так, как ребрышки идут. Вот они, видишь, идут вот так. Вот режь по ребрам ровненько. Вот так. И красиво и правильно. И все, я запомнила на всю жизнь. Режу рыбу обязательно ровненько. Приняли меня сразу хорошо. И на тот момент, когда мы с мужем моим сошлись, семья моего мужа, то есть родители, они на тот момент построили себе дом. И так получилось, что мы сразу стали жить отдельно. Даже рядышком по соседству в 2 шагах всегда друг к другу ходили. По сей день также ходим. Свекровь всегда зайдет ко мне. Никогда не пройдет мимо, обязательно зайдет, навестит, посмотрит, как нас, спросит, как наши дела, все хорошо. Внуков проведала, подтаскала самого маленького своего внука и пошла дальше к другим внукам. Старшие у нас девочки, и муж все переживал, что как же так? Неужели у меня только дочки будут? Неужели у меня род больше не продлится? Я ему, почему же? У тебя же вон дочки есть. Ну как, род продолжает, мужчины, и надо, чтобы у нас родился сын. Я всегда мечтала, думала, обязательно рожу сына. Родится у нас сын, и родился у нас сын. Потом снова девочка, и снова девочка, уже 5 детей, и муж уже вздыхает. Ну все, наверное, у меня только 1 сын будет. Я говорю, ну ничего еще не потеряно, мы же еще с тобой молоды. Успеем, и родится у нас еще 1 сын. Что ж ты переживаешь? Вот, даже так было. А потом, какое-то время спустя, родился еще 1 сын. Мы даже особо и не ждали. Думали, наверное, все, будет у нас 5 детей, и на этом, наверное, хватит. Тут еще 1 сыночек родился, и так что род Тайшиных, он еще продолжает жить, и фамилия эта будет еще жива. Пойду детей звать. Речка горячая. Идите, присядьте. Пришли. Здравствуйте. Раздевайтесь. Рыбку будешь? Будешь? Да. Вкусную рыбку? Да. Ну, давай. Что рыбку еще будет? Пойдемте кушать свежую рыбку. И я буду. Давай. Печка горячая. Вот сюда присажу. Пусть мальчик берет. Все, папа на рыбалке. На рыбалке? Да, на рыбалке. Какой тебе кусочек?
курицу можно. Вкусно? Да. На салфеточку положим. Уху пить будете? Да. Да. Рыба всегда есть, самое главное. Без рыбы вообще, мне кажется, у нас не обходится наше застолье. Обязательно соленая, замороженная, вареная уха, пироги с рыбой, пирожки все, ягоды, летом ягоду собираем, ягодные пироги. Все практически то, что мы едим, это все то, что сами добываем. Рыбу ловим, рыбу кушаем. Ягоды летом собираем, ягоды едим. Всегда на столе должна быть ягода, рыба. Давайте нахваливайте. Предлагайте. Да, пойду-ка я за кошельком. Я, наверное, тоже. Так, тут такой вкуснятин. Так, Мне 3 штучки. Это банка компота 100 рублей? А сколько корзиночка стоит? на малина. Морожка. А что это за ягода такая морожка? Ой. Где она растет? Мама всегда говорила, самое главное учиться, и главное, чтобы в жизни стать человеком. Неважно, кем ты станешь, главное учиться. Каждое утро будила: доча, в школу, а то опоздаешь. Учиться надо, и отец тоже говорил мне: учись, дочка. Когда-нибудь придет время, нигде ты не сможешь устроиться без диплома. Последнему абдорскому князю Ивану Тайшину император Николай I пожаловал серебряный кортик с портупеей. В 1854 году князь ездил в Петербург и удостоился быть лично представленным государю. Ему подарены золотая медаль с надписью «За усердие» для ношения на Аннинской ленте, бархатный малинового цвета кафтан с парчевым полукафтанием и бархатную шапкою, серебряный вызолоченный внутри кубок с памятной надписью. По свидетельству современников, князь, отличавшийся большим умом и суровостью, везде показывался в государевой одежде, с наградой и в сопровождении служителя, несущего грамоту на княжеское достоинство. В феврале 1886 года абдорский князь Иван Тайшин скончался. Влияние Тайшиных среди остяков и после смерти последнего абдорского князя оставалось заметным. Горнокнязевскую школу открыли, когда свекр Клавдий был старостой поселка. При нем и общину рыболовецкую организовали. Только уходят сегодня из нее рыбаки. Улов и квоты сокращаются. Надо искать другую работу, детей кормить. Клавдия рада, что у нее рабочее место совсем рядом с домом. Здесь она все знает и все умеет, любое дело по плечу. Дети в свободную минуту прибегают. Когда экскурсий нет, а в последний год такие дни не редкость, она учит дочерей древним женским наукам – готовить и шить. Жалко, что я особо не обращала внимания. В 14 лет, помню, свои увидела в объявлениях, просто от руки написано: продается швейная машинка. А я мечтала о швейной машинке. Ну, вручную, конечно, не сошьешь много всего. И побежала домой попросить маму, чтобы она купила. Она мне дала денег. Я пошла по этому адресу, купила, помню, швейную ручную машинку, она еще была в чемодане. Я еще не знала, как к ней вообще подойти. А мечта у меня воплотилась в реальность. Я купила, сама купила, сама принесла, настроила ее, сама училась, самоучка, научилась, как вставляла в школе. На труды ходила и спрашивала, показывали, как пользоваться швейной машинкой. Все, я поняла. И первое, что я помню, сшила, это было, по-моему, кукольное платье. Это ненецкое, оно
Особо не такое яркое. Его в основном шили из какого-нибудь хлопкового платья, обязательно с начесом. И мне как-то неинтересно почему-то было именно вот ненецкие платья. Настолько меня привлекала вот этот парча блестящая, не знаю почему. Видимо, к этому и шло, что выйду замуж за ханта. За ханта и буду жить в хантыйской семье. Когда уже вышла замуж, моя свекровь всегда ходила в национальных традиционных платьях. Мне было немножко так, в диковинку, и она меня просила в этой ежедневной жизни, чтобы я тоже носила национальное платье и надевала платок. То есть ты уже замужняя женщина, ты уже обязана покрывать голову платком и носить платье. Помню, она мне сшила платье национальное. Я посмотрела этот покрой, и подумала, что вроде как платье красивое, да и шить его несложно, сам крой платья. И сама же потом шила. Когда уже вышла замуж, и швейную машинку свою привезла с Панайска. Вот этого платья вообще история, потому что его сшила Тайшина Варвара Григорьевна. И вот этот покрой, и именно выкройка этого платья, этот фасон мне очень нравится, и он мне очень близок, и его очень легко выкроить. Здесь что интересно, что здесь сплошные рукава, рукава отдельно, они не выкраиваются. Там идет полностью, вот видите, сплошной рукав. Что это даже удобно. Когда ты шьешь, ты не заморачиваешься на рукавах. Сразу полотно вырезала, и единственная деталь это манжетики, сам манжет и на рукава вот эти тоже детали. Очень легко все это шьется. И вот здесь как раз вот платье приуральского покроя. Оно вот здесь на замочке, посмотрите. Ну и сам воротничок, интересно, это в основном такие платья, такие воротники шьют приуральские ханты. Обязательно декорируют ее кружевами, лентами. Замочек здесь. Вот что мне интересно, вот в этом платье старом есть карман. И он сшит с правой стороны. Вот если ты правша, тебе удобней, чтобы у тебя карман был с правой стороны, то он у тебя справа. Либо если ты левша, то, соответственно, с левой. И мне так нравилось. Вот надо же, как все-таки практично, удобно. Зайду в магазин, где вот текстильный магазин. Хочется выбрать какую-нибудь ткань красивую, чтобы сшить себе новое платье, чтобы на работе быть красивой. Ну и вообще, когда родственники собираются, одеваешь платье. Я люблю их шить. У меня, наверное, дома около 10 национальных платьев. Среди шкафов висят на плечиках аккуратно. Детские платья, мои платья. Какие-то платья мне подарили. Ну и большинство, которых шила я сама. 2 дня наши ученики, как всем известно, старт. Но, уважаемые гости, для вас уже прямо сейчас работают платные мастер-классы, где вы можете сделать роспись по фигурочке, крошек цвета, деревянный подвиг. Вообще интересно, конечно, участвовать, видишь другие работы, как другие мастерицы шьют, что-то можно для себя, для идеи взять, чтобы в дальнейшем можно было пошить, интересно тоже платье. Дипломом награждается Тайшина Клавдия Константиновна, Приуральский район, село Горна-Князевск. В хантыйской семье уже понимаешь, что там намного сложнее. И запретов больше. Там нельзя ходить, сюда это делать нельзя. Как надо себя вести в кругу взрослых, старших бабушек, например, теток. И когда собирались вот родственники, иногда, конечно, бывало, не хотелось где-то. Заживем же вроде в современном мире, как такое вообще можно сейчас возможно? Обижалась, помню, а потом понимаю, что это ведь не нами писано, и не свекровь моя в свое время придумала вот эти все порядки, всегда всему учила. И спустя столько лет я понимаю, что ведь плохому-то она ведь не учила, а все говорила правильно, и сейчас в жизни это все
пригодилось. И к свекрови я всегда обращаюсь например, не по имени, по отчеству, а называю ее мамой. Вот так вот нежно и ласково. С первого дня же я ее стала называть мамой. И все так, сестры моего мужа, все так удивленно. Ты нашу маму мамой называешь? Я говорю, да, что она не мама, что ли? Да, мама. И все так удивлялись. Никогда бы не подумала, что в таком нарядном платье можно пришить такой вот карман. Все, вот такой вот кармашек на платье. Теперь есть. Ну все, карман готов, глубокий. Можно положить сюда. Так, ну вот кармашек мой здесь. Память бабушки. Шьет такие. И не видно даже. В память обо всех предках сегодня она готовит новые экскурсии по музею и поселку. Долго еще стоять ему на высоком берегу Оби. Из разных концов мира едут сюда люди услышать историю о князе на нартах, посетившем Петербург. Но не для них старается Клавдия, а для потомков древнего рода, частью которого она давно уже стала.